Может свозить жену на море, сменить обстановку, чтобы снять накопившееся напряжение романтикой, новыми впечатлениями и хорошим отдыхом. И это поможет нам наладить отношения, набраться сил, зарядиться позитивом. Или это все напрасно? Здесь есть свои плюсы и минусы. И действительно, иногда смена обстановки, тот же отдых, море, другая страна, другой воздух, другая еда, вот, другие люди, погода. Это помогает нам отдохнуть, набраться сил. Но есть ситуации, когда это может послужить последней каплей. Когда супруги в состоянии напряжения куда-то поехали, оказались в замкнутом пространстве отеля, в другой стране, и это еще больше усугубило проблемы. Поэтому здесь нужно подходить индивидуально. Я хочу рассказать все плюсы и минусы, скажем так, подводные камни, но в то же время там есть и много ресурсов, потенциала, и на основании имеющейся информации вы сможете сделать свои выводы и решить, стоит ли вести жену на море или лучше подождать более благоприятной ситуации. Напряжение в семье, как пыль в доме, оно собирается вот само собой. И даже в образцово-показательных семьях время от времени супруги сталкиваются с какими-то конфликтами, непониманиями. Каждая семья проходит определенные кризисы, этапы в своем развитии. И очень часто помогает такой вот способ, как смена обстановки, хороший отдых, когда поехали на море, в другую страну, вот что-то произошло, скажем так, сняли статическое напряжение и отношения в семье улучшились. Это действительно помогает. Как в случае с хроническим заболеванием, определенные профилактические меры, они нужны. И это позволяет нам быть в ремиссии, то есть жить без обострений. Поэтому семейный отдых, он очень хорош. Но если ситуация в кризисе, вот дно достигла, в минусе, семья на грани развода, это обострение, то там не надо заниматься профилактикой, там конкретное лечение. В этой ситуации наше поведение должно быть адекватно, уместно, корректно тому, какие у нас отношения. Первым условием, чтобы отдых был действительно во благо и помог нам сблизиться, отдохнуть, набраться сил, мы должны делать это из состояния избытка, как финансового, так и эмоционального. Финансовый избыток – это когда у нас есть свободные деньги на отдых. Когда у нас есть там в коробочке какая-то сумма денег, в банке или из банка, ну, кто где хранит. То есть, у нас есть энная сумма денег, которую мы можем безболезненно потратить на отдых. Вот это нормально. И очень рекомендовано, когда мы идем в НЗ, неприкосновенный запас, то есть едем на отдых в кредит. Кто-то берет, муж чаще всего оформляет путевку в кредит и в надежде, что вот одним разом можно решить все проблемы. Нет, это еще больше усугубит отношения, потому что на отдых в такой ситуации оба супруга едут напряженные, то есть денег нет, отношений нет, друг на друга смотрят как враги. И вот это вот напряжение, которое у нас скопилось в теле, в голове, мысли какие-то мы себя накручиваем, обиды, они не позволяют расслабиться ни мужу, ни жене. Мы должны делать это из состояния избытка, как финансового, так и эмоционального. Когда у нас есть хотя бы какой-то эмоциональный запас. Эмоциональный запас, то есть мы не думаем о разводе, мы понимаем, что у нас сейчас проблемы, нам тяжело, но мы оба хотим сохранить семью. То есть поездка на море после какого-то конфликта, сильной ссоры, когда мы устали. Но когда муж или жена хочет развестись, тем более подал на развод, ехать на море не стоит. Там нет эмоционального заряда, вот эмоциональной платформы. И в таких ситуациях что происходит? Давайте вот представим, как это происходит. Во-первых, вы на пляже. И мы не можем постоянно быть в море. То есть мы часть времени на берегу, часть в море. И вот когда мы на берегу, нам нужно о чем-то разговаривать. А напряжения в паре очень много. Муж всегда на стреме, и ему интересно, будет она вместе жить с ним, не будет, разведется, не разведется, он хочет спросить, напрягается. Жена тоже говорит, вот посмотри, как живут люди, почему так мы не можем. Но люди же могут, это же возможно, вот посмотри. Муж, чтобы не расстраиваться, решил
помедитировать, посмотреть в морскую даль, а тут вдруг стринги на горизонте. Ну, конечно же, глаз пошел, это на уровне рефлекса. Жена заметила, и опять скандал. Пришли в отель, вот в номер, как мы спим, вот эти кровати, они вместе раздельные. Если у нас напряжение в паре, то вот каждый раз мы оба напрягаемся, и жена напрягается, и муж напрягается. Если кровати раздвинуть, это опять скандал. Сдвинуть, тоже непонятно, как жить. Ведь многие пары вот в состоянии кризиса, у них сексуальная жизнь совсем, скажем так, разладилась, ее нет. Это тоже такой нюанс, о котором мы не задумываемся. Если дома мужи как-то разъехались, как-то поделили диваны, то вот оказавшись в номере, могут всплыть какие-то вот нерешенные вопросы. И вот это поднимает уровень стресса, напряжения, вот как-то нервничать начинаешь, спускаешься вниз, бар, рюмочка, вторая, ну, перебрал человек. Дальше вы понимаете, да? Человек возвращается, начинается скандал. Я клоню к тому, что вот на море классическая путевка с отелем, очень много подводных камней. Это пляж, где ходят красивые девушки. У вас напряжение в паре, может возникнуть ревность. В паре очень часто ревность. Кроме девушек, там ходят еще мужчины. У мужа может возникнуть напряжение. Мы сравниваем не только тело, но и какие-то модели семьи. Посмотри, вот папа в мячик играет, волейбол, а ты чего лежишь? Или посмотри, какая жена. То есть мы это сравниваем. Потом есть момент, когда все включено, и может кто-то уйти, скажем так, в загул, немножко лишнего выпить. Мы находимся на замкнутой территории, в номере отеля. И вот все эти факторы, особенно в паре, когда она находится в состоянии кризиса, вот на грани расставания, на грани развода, они усугубляются. И совсем другая ситуация, когда супруги приехали в состоянии напряжения, кризиса, но он не достиг своего дна, вот минус минуса, скажем так. У них определенно накопилась усталость, разочарование, любовь разбилась о семейный быт, скажем так, трясина засосала. И вот они, когда сменили обстановку, это позволило им вспомнить, за что они полюбили друг друга. Они смогли расслабиться. Вот это помогает, действительно помогает. И очень часто психологи говорят, вам нужно сменить обстановку, съездите куда-нибудь. Это хороший вариант. Кстати, кроме того же моря, отдыха, путешествия, есть много других способов. Есть, скажем, такие бюджетные варианты, когда мы можем поехать вместе на природу, на шашлык. Вот если нам тяжело вместе выехать на природу, отдохнуть, то вряд ли стоит отъезжать еще дальше на море в другую страну, потому что там отношения могут обостриться, ухудшиться. Это как один из диагностических критериев. Тем не менее, в каждом правиле есть исключения, поэтому любые вопросы можно спросить в комментариях, записаться на консультацию, контакт есть внизу под видео. Насколько хорошо помогает смена обстановки, очень хорошо показано в фильме «История нас». Старый добрый фильм 99-го года с Брюсом Уиллисом и Мишель Пфайффер в главных ролях. Фильм замечательный, он есть на YouTube, я оставлю ссылку в описании. Очень хорошо посмотреть этот фильм на досуге как-нибудь и почитать комментарии. Очень много комментариев, когда люди пишут, что вот этот фильм помог мне помириться с женой, спасти семью или помириться с мужем. Там очень много комментариев. Некоторые пересматривают его там 3-4 раза, кто-то вместе смотрит. Он очень хороший фильм. Он хороший в том плане, что показывает вот этот кризис и напряжение нейтрально. То есть там не говорят о том, что вот муж плохой или жена плохая, кто-то из них виноват, кто-то жертва, кто-то там абьюзер. Нет, там такого нет. Там показана обычная семья, которая сталкивается с обычными проблемами, которая возникает в каждой семье, в моей, вашей. То есть все семьи сталкиваются вот с этим непониманием. У нас у всех есть похожие упреки к партнеру, и мы тоже их решаем какими-то привычными для нас способами. В фильме показано, что вот эта пара, где Брюс Уиллис, тот самый крепкий орешек, с женой поехали в Венецию в надежде, что смена обстановки, вот эта романтика поможет спасти отношения.
Но, тем не менее, по приезду проблемы никуда не исчезли. Они накапливались, и они разъехались. Они разъехались, но смогли преодолеть свой кризис. Фильм заканчивается хорошо. Он заканчивается тем, что супруги смогли преодолеть этот кризис. Он для себя сделал какие-то выводы, она очень многое поняла. И это позволило им перейти на новый уровень любви, взаимопонимания и уважения. И сейчас, знаете, очень такой важный момент. Иногда приходят люди на консультацию, подробно все разбираем. И я говорю, вот как вы жили последние там полгода, год. И человек говорит, вы знаете, я же вот смотрел тоже какие-то ролики там про абьюзеров, про измены. И человек сам себя накручивал. А жена моя смотрела там этого. Ну, я примерно знаю, кто о чем говорит, у кого какая позиция. И получается, что муж себя накрутил, жена себя накрутила. И им очень сложно посмотреть друг на друга по-доброму, по-дружески. Они смотрят друг на друга как враги. А вот этот фильм «История нас», он помогает нам посмотреть друг на друга с любовью, с нежностью, как-то принять то, что все сталкиваются с такими проблемами, и каждый их решает как может. Иногда помогает совместный отдых. Вот в этом фильме они съездили в Венецию, но по приезду сразу начали ругаться. Тем не менее, это тоже позволило им накопить какой-то багаж приятных воспоминаний. И впоследствии они тоже об этом вспоминали. Поэтому, если ваша ситуация еще не достигла дна, да, вы чувствуете, что вы как-то эмоционально друг другом дорожите, то съездить вместе отдохнуть имеет смысл. Но если супруга категорически настроена на развод, то это будет пустая трата денег, эмоций, переживаний, и люди возвращаются в минусе финансовом, эмоциональном, моральном, куча негатива, ни к чему хорошему это не приведет. Делайте выводы, решайте сами, что вам подходит, не подходит. В каждом правиле есть исключения. Смотрите, есть же тестовые способы. Если нам тяжело вместе выехать на природу за город, отдохнуть, то вряд ли стоит ехать на море в другую страну, потому что там имеющиеся проблемы могут обостриться. Это один из вариантов. В то же время мы всегда можем найти более комфортные, более, скажем так, подходящие способы, безболезненные, например, на выходные попробовать съездить в другой город в радиусе, скажем так, 300 километров. Это безболезненное путешествие, можно съездить туда и обратно за один день. Можно поехать туда, там заночевать, на следующий день обратно вернуться. Разные есть варианты. Это тоже смена обстановки. Кроме путешествия, моря, есть много других способов. Вы можете уточнить любой интересующий вопрос в комментариях или записаться на консультацию. Все контакты внизу под видео. С вами была семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.